Сразу видно скучный сюжет. Надо добавить красок. Где-то вдалеке раздался очень странный крик. Помогите! Это когда крылышек KFC взял, поел. Мгновенная просто реакция организма. Звучит как сюжет из криминальной России. А что такого? Эффект неожиданности. Это самое гениальное объяснение. Знаете, кто первый погибнет? Курва, ежик, курва. Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда, здесь на канале Hardplay. С каждым разом получается все быстрее и быстрее, потому что рот, как говорится, за почти 7 с лишним лет быстро научился говорить. Да, я теперь не такой, я теперь все пошлые шутки, все маты оставляю в стороне. Ёпта. Поэтому сегодня мы посмотрим с вами зомби-чеза. С вас спасибо всем, во-первых, за большое количество лайков, за большое количество поддержки, за платные подписки на Бусти. Вообще за все спасибо. Кто на телегу подписался, тот будет получать оповещения обо всех стримах. Стримы, между прочим, проходят ежедневно. Мы можем смотреть фильмы, разные развлекательные ролики. Вообще. Короче, все мы смотрим, потому что мы молодцы. Да, мы такие. Всем приятного просмотра, лайк, пару комментариев. Спасибо огромное за то, что даешь просраться Ютубу. Спасибо, поехали. Ссылку, кстати, внизу на зомби-чеза оставлю. Видео забыл сказать, как называется. 10 вселяющих страх видео. Мистический рев. Мистический рев — это когда соседи перфоратором работают. Вот это вот мистический рев. Человеческие уши способны обнаружить опасности со всех сторон быстрее, чем глаза. Большинство людей в этом видео услышали зловещие шумы, крики, ревы. Самое пугающее в этих звуках — никто не знает, от чего они или от кого они исходят. Все эти звуки, крики, ревы приравнялись к категории мистика. Посмотрите видео от начала до конца и напишите в комментариях, слышали ли вы что-нибудь подобное. А мы начинаем. И у нас... Кстати, вчера знатненько испугался. Стараюсь. По платочке еду. Ехал во сколько я стримчик-то закончил? Поздно, да. Туманище вообще глухой абсолютно. Прям вот, туман. У меня увлажнитель всю ночь работает, но я не думала, что все так обернется. Все едут там, кто на аварийке, кто-то потихонечку. Я тоже в правом ряду еду, никому не мешаю по платочке. И тут тело, прикинь, идет. Где-то вообще в этом темном месте между Солнечногорском и Зеленоградом, там, где ни фонарей, ничего нет, не освещается, и просто идет чувак навстречу потоку. Я говорю, ты кто? Ты знаешь, такой, он так появился из ночи и пропал. Очень страшно было. 10 вселяющих страх видео, мистический рев. Вы согласны с тем, что в нашем мире происходит много странного, необъяснимого, мистического? Не веришь — смотри. В нашем верифицированном телеграм-канале Чезоид. Да, вот в нашем телеграм-канале там вообще мистические видео. Сегодня, например, ребята проголосовали 50 на 50. Знаешь, за что проголосовали? Я им говорю, PUBG челленджи будем делать или Dark Souls 3. Они взяли 50 на 50 проголосовали. Нормальные нет люди. Поэтому сегодня и PUBG, и Dark Souls. На камеру. Внезапно из лесной чащи раздается душераздирающий крик. Крик пугает как девушку, так и ребенка. Слушайте. No? You don't want to say hi? What was that? Where are you going? Where are you? Даже у маленького ребенка, совсем крошечного, мозгов больше, чем у его мамаши. Потому что он просто пополз, он, может быть, даже и ходить толком еще не умеет. Но он просто убегает с этого места, а не спрашивает, что это было. Бестолочь. What the hell? Hey, Это ветер. So I'm still walking this trail and I keep hearing that same scream. Here it is again. Она пешком решила пойти. This is so freaking crazy. I can't even imagine what it could be. Like, it's definitely not a bird or some kind of animal. What the hell?
Вот до такого размера сразу. После таких криков и ножки бы уже пробежали метров, я думаю, 700 точно. Если б так рядом с тобой, представляешь? Half a mile down from when I first started hearing the screaming, and I don't know if you guys can tell, but that definitely sounds louder. Не пойму, я хотел сказать эти бубенцы железные, потом вспомнил, что как бы ты и нет, а нормально все у нее, нет? So Она просто идет, констатирует, знаешь, такой, вот где-то вдалеке раздался очень странный крик. Крик все приближается и приближается. Вот я вижу маньяка, по-моему, у него в руке топор. Он бежит за мной, все, видео прерывается. Здравствуйте. А ребенок где? А, она его оставила на затравку. I am Молодец. pretty sure that whatever the fuck this is И getting. премия «Мать года» вручается. Ugh. Мать с ребенком начинают в спешке отдаляться от этого места, но самое жуткое становится после того, как женщина осознает, что то, что издает Что этот она ребенка там забыла? Вот что самое жуткое. крик, идет за ними. Это понятно после того, как они достаточно далеко отошли от той лесистой местности, а крик продолжается, даже громче. Вскоре она хватает своего ребенка и убегает. Что за существо так громко орет? Есть предположение. Это один из самых Слушайте, походив по заброшкам, я слышал очень много разных шумов. Я слышал, как орет лисица. 100%, потому что один раз ее видел. Да, было очень, кстати, страшно, неприятно. Она потому что от какого-то плача ребенка до как будто кто-то разговаривает. Не особо приятная карусель, да. Потом что, слышал, как птички разные издают звуки, очень тоже такие, они не очень приятные. Вот, так что лес, он и есть лес, да, так что как бы извините. самых жутких звуков, которые вы когда-либо могли услышать, второй. особенно если вы находитесь в одиночестве где-нибудь вдали от людей. Это видео, снятое в Витсоте, очевидно представляет собой какое-то животное, возможно, находящееся в бедственном положении. Лось на дерево залез и слезть не может. Орет, говорит, помогите! Бедственный лось. Слышали реакцию? Серега. Лось на дереве орет. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Кажется, что этот крик каким-то образом захватило воображение людей, и тысячи делились роликом и комментировали, Это когда в Доте, да, или в Counter-Strike лустрик поймал, и кто-то плачет, сидит в лесу. что может издавать его. От йети лисицы до разъяренного медведя. Вряд ли это получилось самое Разъяренный захватывающее медведь. видео, но тем не менее звучит крик весьма зловеще. Самым популярным объяснением было то, что это был лось, но я думаю, мы на 100% никогда этого не узнаем. Что думаете? Это брачный зов похотливого лося, снежный человек? Это самое гениальное объяснение. Я, говорит, иду по лесу, услышал крики и вижу, похотливый лось в брачный период залез на сосну и говорит, я сейчас сосну, слезу, в смысле, ты понял, короче. Это гениально, это похотливый лось. Надо сегодня себе такой ник поставить в стиме, да. Или что-то более зловещее? Сообщите ваши предположения в комментариях. Чуви, пора домой. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Иди, go home. Мужчина по имени Джим Хаммер запостил видео и попросил помощи у друзей, чтобы те объяснили, что он мог слышать в тот день. Из леса доносится неизвестного существа рев. Олег! Как хорошо! Да, Сережа! Заводи взвод.
Надеюсь, монтажер это вырежет. Это ужасно. Не-не-не. Крик или визг тянется несколько секунд и сопровождается треском веток. Многие в комментариях предполагают, что этот звук издает какое-то лесное животное, может лось в брачный период. Но сам ролик чё до лося распространяется докопался? по всему Прекрати. интернету под названием «Рев Бигфута». Рев Что Бигфута. думаете, кто издает этот звук? Это рев... Жителю Польши удалось снять на видео загадочный Курва бобры. Бобры, а видел этот, который на бобра реакцию сделал? Курва бобры. Это ж бобры, бобры. Ej, kurwa, bober! Бобры, курва. Да, он недавно ежа увидел. Pierwszy raz powiedział jeża. Co ty kurwa jesz? В этом, где-то в шорцах, что ли, меня завирусилось это видео, да, там тоже несколько раз попадался. Курва, ежик, 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 курва. Там прям бомбит. Это прекрасный язык, мне очень нравится. существо в лесу, Я как в издававшее кайф зашел. ночью жуткие крики. На кадрах можно видеть, как человек с фонариком бродит ночью среди деревьев, а из темноты раздаются истошные крики. Вскоре свет падает на странную фигуру за стволами. Мужчина, не рискуя подойти ближе, бросается бежать. Лес. Лесник. Стру. Как в анекдоте. Это когда крылышек KFC взял, поел. Вот этих вот острых, целое ведро. И потом... Потом... Такие, знаешь, звуки такие. Он идет, вообще не реагирует. И дальше сразу должно быть... Да. Вот так вот должна быть реакция нормальных людей. Надо на упреждение работать. Сразу видно, неопытный человек по лесу ходит. Что ты ждешь, когда он на тебя напрыгнет? Надо взять, сделать на упреждение. Вот так вот взял на четвереньки, встал и вот так вот. Представляешь, в шоке будут все. Скажут, блядь, нормально, нет человек? Ты что, может, солевой какой-нибудь? Может, этот, да. И по дереву вот так полез. На мостик встал и пополз к нему. А что такого? Эффект неожиданности. Видео вызвало бурное обсуждение в сети. Автор видео говорит, что существо, кажется, прячется где-то глубоко в лесу, иногда по ночам подходит ближе. Оно не агрессивное, исходя из моего опыта, однако я всегда держу дистанцию. Только, говорит, люди пропадают в лесу, а так все нормально. В целом, говорит, ничего, говорит, такого-то и не предвещает беды, говорит. Ну, лазит и лазит, говорит, существо. Ну и хрен бы с ним, да, казалось бы. Просто, говорит, 56 человек пропало, а так нет, все нормально. Вообще не агрессивно. Я, говорит, дружу с ним. Это видео было снято Эндрю Берра, профессиональным режиссером исторических боевиков. Эндрю снимал сцену для своего исторического фильма, предположительно Ну, Андрюш, все понятно. в очень жутком и заброшенном здании суда в Нью-Мексико. В сцене, где оператор должен был показать крупным планом актрису по имени Челси, она должна была показать страх по сюжету. За ней гнался убийца по коридорам здания. Но испуганная игра актрисы вскоре превращается в настоящий ужас. Оператор и актриса единственные находятся на 3-м этаже здания суда. Но внезапно откуда-то поблизости напугал послышался кто-нибудь? подозрительный и очень реальный хлопок двери. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой, выбегает дядя Петя и качает головой.
Затем они оба услышали какой-то очень странный шепот, который звучит так, будто он находится прямо в комнате с ними. Что бы это ни было, но кадры и реакция девушки вполне были правдоподобны, не наиграны. 36 лет человек. And so at the time, I had the Это camera in странный my звук, да, hand, какой-то. and I almost reacted immediately when I heard it. It was like it was next to me. And so she said she saw something behind me, and we just booked it. Группа друзей прогуливались вечером. Я еще думаю, фея, что ли, летает. Нет никого. Один этот свет горит, а нет. Вечером по лесному парку в Вирджинии, когда Твою мать, нифига себе, паук, ты посмотри, я только сейчас обратил внимание. Хорошо, я говорю, коровы не летают. они услышали что-то из темноты за деревьями. Они пришли в ужас. Look at that. Знаете, кто первый погибнет? Lower then. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Наше счастье постоянно. Можно на аватарку мне его поставить? Сделайте, пожалуйста, аватарку. На аватарку можно? Я говорю, в Steam я нашел и ник, и аватарку за один видос. Yes, I am. Yo, what the fuck is that? Look, a scary movie. Очень похоже на какие-то птицы. Wait. Wait. Какой-то жуткий звук доносится из леса, причем очень близко, возле них. Звучит, как будто стая волков устроили охоту. После подобных визгов друзья решили не продолжать свою Да не. прогулку, а решили возвращаться Это или где-то какую-то стаю чего-то потревожили, и все сразу у-у-у. обратно. Собиратель грибов стал свидетелем Так. Звучит как сюжет из криминальной России какой-нибудь. Или, знаешь, хроника 112, там, я не знаю. Так, поехали. Начало очень такое. Собиратель грибов стал свидетелем пришествия инопланетян, наверное, да? Или что, лося на дереве, что? Ставим ставки, напишите прямо сейчас в комментарии. Вот прямо сейчас поставь на паузу, напиши в комментарии, как ты думаешь, чего он свидетелем стал. Да, мы пока продолжим. ужасного, исходящего из леса. Автор этого видео является YouTube-блогером, который снимает свое хобби собирать грибы в лесу. И это все грибы. Во время Грибники. очередного похода в лес за грибами он услышал что-то ужасное, пугающее. Короче, грибы развития не дают, пошел в мистику, поехали. Как это происходит? Здравствуйте, сейчас я начну есть все грибы, которые мне попадутся, или как это? У диареи много лиц. Прям сразу. Мгновенная просто реакция организма. Сразу. Сфинктер расслабился. Я думаю, время уходить. Я думаю, время бежать. Серега.
Когда он показывал грибы, растущие из дерева, и объяснял, как они образуются, прямо возле него прозвучал ужасающий рев, после чего грибник моментально развернулся и начал убегать из леса. Парень по имени Мэтт шел домой поздно ночью, когда услышал таинственный звук, доносящийся из-под земли. Включив камеру, он подходит к канализационному люку, и мы слышим вот такие звуки. Давай поиграем, Фредди. Тебе нужен кораблик? Я могу тебе его дать. Подойди ближе. На скрипке, что ли, кто-то играет? Мальчик-скрипач заблудился. Звук похож на Или на двери кто-то катается, понял? Петля не смазана. какой-то сигнал тревоги или музыку, которая часто встречается в фильмах ужасов. Это звучит как кто-то постоянно без остановки поворачивает ржавый рычаг или открывает дверь снова и снова. Не жалкие букашки. Глубоко в лесу находится старый заброшенный автобус. Согласно слухам, школа решила избавиться от него после того, как 10-летняя девочка погибла в нем по пути домой. Смерть была вызвана остановкой сердца. Почему так Причем здесь, блядь, автобус-то? произошло, даже врачи точно не сказали, ведь и девочка была полностью здорова. Автор этого видео катался на своем велосипеде и случайно наткнулся на этот проклятый автобус. Включив камеру, Автор это... Вот сразу видно, скучный сюжет, надо добавить красок. Автор этого видео катался на собственном автобусе и параллельно собирал грибы и дегустировал их, да. И параллельно он... Встретились два автобуса, его автобус и еще один автобус. И тут подходит лось и говорит: здравствуйте, у меня брачный период. А второй сидит на дереве. И тут я, говорит, понял, что все, добрый вечер. Да, 1 сентября. Календарь перевернул. он записал чей-то голос, доносящийся изнутри кабины. Автор утверждает, что в лесу он был один и ни малейшей живой души поблизости. Все это жутко, ведь такое чувство, что в автобусе находится та самая девочка, которую мы очень четко можем слышать на этом видео. Чем ближе он подходит к автобусу, тем громче и четче слышен голос девочки. Призрак ребенка говорит «Привет», а вместо того, чтобы ответить ей и посмотреть, что будет дальше, автор убегает. Неужели это призрак той погибшей девочки? Корсар 9 кинул туда. Так, чтобы колеса аж отлетели. Но если это не объяснить постановкой, то я и не знаю, что тут думать. Но если Пишите это не в комментариях постановка, конечно, ваши 99% что это идеи, постановка. Что это за чертовщина? Если нет, то... Парень по имени Уилл, популярный travel-блогер, который снимает ролики о своих путешествиях и как он организовывает кемпинг. Уилл ездит по Великобритании на своем минивэне, делясь советами и рекомендациями. Абсолютно беззаботный канал. Но в одном из походов с ним произойдет действительно странная вещь. Он организовал кемпинг в полном одиночестве в лесу к юго-западу от Лондона. Глубокой ночью произошло странное и жуткое. Как только солнце село, он записывал видео, как он готовит себе ужин. Затем Уилл устраивается поудобнее и решает поспать. Можно я ничего не буду говорить про комфорку и закрытые помещения? Он в курсе вообще, как это работает, нет? Он понимает, что он делает вообще, нет? Человек адекватный? Однако посреди ночи его будет что-то ужасное. Вдалеке слышны крики.
И тут, говорит, он вспомнил, что он туда со своей девушкой и другом приехал. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Сначала некоторые подумали, что может быть какая-то птица или еще какое-то дикое ночное животное, но Уилл говорит, что по его мнению неподалеку в парке было припарковано несколько машин. Там ребята тоже свой кемпинг делали. А-а-а. Это когда зашел через черный ход. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Крики звучат как жуткая смесь удовольствия и боли, и каждый должен задаться вопросом, что же происходит глубоко в лесу посреди... Глубоко в лесу происходит... Знаешь, когда вот... Сейчас я скажу, а то многие смотрят меня на колонках и на телевизорах, и кто постарше, у всех это хоть раз в жизни было. Знаешь, вот когда ты вообще всегда сзади, правильно любишь находиться, да, то есть как бы, да, и знаешь, бывает вот в порыве, когда, да, что-то происходит, вот, и вот так вот раз, и, да, как говорится, немного этажом выше, да, да, и вот как раз вот примерно это вот такое же определение, вот, порыв страсти и боли, да, да. И каждый должен задаться вопросом, что же происходит глубоко в лесу посреди ночи. Если вы досмотрели до этого момента, значит вам понравилось видео. Согласны? Родной, чуть не забыл лайк поставить. Мой хороший, ждем новых видеороликов. Ссылочку на Зомби Чеза оставил внизу в описании. А это значит, было бы неплохо поставить лайк видео и поддержать автора, то есть меня, спонсорской подпиской, дабы получить... У меня, конечно, спонсорских подписок нет, но в описании к сие видео вы найдете подписочку на Бусти, которая может подписаться всего за 100 рублей. Да. Спасибо всем огромное. Зомби Чезу спасибо. Всем спасибо. Ждем новых роликов. Позвольте откланяться. Будьте здоровы. Все, видео прерывается. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.